Аль-Наср в Лиге Чемпионов. Серьезное усиление Арсенала. Охота МЮ за талантом. Лишение очков Челси. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и Телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. УЕФА планирует пригласить саудовский Аль-Наср для участия в Лиге Чемпионов в сезоне 24-25, сообщает журналист Али Аль-Харби в социальных сетях. По информации журналиста, руководство УЕФА заинтересовано в приглашении саудовского клуба в связи с высокой популярностью команды, где играет португальский нападающий Криштиану Роналду. Ранее появлялась информация, согласно которой Федерации футбола Саудовской Аравии планировали обратиться в УЕФА с просьбой получить специальное приглашение для участия в ЛЧ в сезоне 24-25. Лондонский Арсенал обозначил приоритетной трансферной целью на зимнее трансферное окно полузащитника Астон Виллы Дугласа Луиса. Об этом сообщает издание Mirror. По информации источника, интерес к бразильскому хавбеку проявляет лично главный тренер Арсенала Микель Артета. С помощью полузащитника канониры планируют усилить состав команды на вторую часть сезона с прицелом на борьбу за чемпионский титул. Арсенал интересовался Луисом и раньше. Летом 22-го лондонцы пытались переманить бразильца, но тогда Астон Вилла отказалась его отпускать. Издание Ливерпуль Эхо утверждает, что Реал обеспокоен позицией правого защитника. В клубе хотели бы оформить долгосрочную инвестицию. По данным источника, речь идет о возможном трансфере Трента. Называется сумма в районе 80 миллионов евро. Александр Арнольд вернул свою лучшую форму после спада в прошлом сезоне. АПЛ может отобрать у Челси некоторое количество очков из-за финансовых махинаций клуба в период, когда владельцем был Роман Абрамович, информирует The Guardian. Согласно сведениям источника, тайные платежи Абрамовича на десятки миллионов фунтов потенциально могли нарушать финансовый фейерплей в АПЛ. Платежи совершались на протяжении 10 лет через офшорные компании российского бизнесмена. Получателями денег были агент Эдена Азара, помощник Антонио Конте, а также представители Вильяна и Самуэля Этао. Челси уже был оштрафован на крупную сумму за несостыковки в финансовой документации. Однако, если будет признано, что платежи Абрамовича еще и нарушали финансовые правила АПЛ, то лига может отобрать у Челси очки. В данный момент расследование в отношении лондонского клуба продолжается. Лондонский Тоттенхэм интересуется Сантьяго Хименесом и Душаном Влаховичем. По информации Codes Offside, нападающий Фейнорда Хименес является приоритетной целью Шпор для усиления атаки. Также Тоттенхэм следит за ситуацией Влаховича в Ювентусе. Сообщается, что Бьянконери вряд ли продлят с нападающим контракт, который истекает в 2026 году. Ювентус оценивает Влаховича примерно в 80 миллионов евро. ПСВ хочет выкупить Серджиньо Деста у Барселоны. Защитник выступает за клуб из Голландии в текущем сезоне на правах аренды. Как сообщает Diario Sport со ссылкой на Eindhoven Dagblad, ПСВ приняло решение активировать опцию выкупа Деста за 10 миллионов евро по окончанию аренды. Новым главным тренером Аль-Иттихада станет Марсело Гальярдо, утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, аргентинский специалист подпишет с саудовским клубом контракт до лета 2025 года. Также у него будет возможность продления на 18 месяцев. Предыдущим местом работы Гальярдо был Ривер Плейт, который он тренировал с 2014 года. Во главе клуба он пришел к победе в чемпионате Аргентины и Кубке Либертадорес. Во время летнего трансферного окна Кейн был приобретен Баварией у Тоттенхэма примерно за 100 миллионов евро.
Однако затраты за подписание англичанина растут, что связано не только с зарплатой, но и с потенциальными бонусами. Журналист Кристиан Фальк сообщил, что легенда АПЛ получит дополнительно 250 тысяч евро, если забьет 40 голов в своем первом сезоне в Германии, что кажется вполне реальным, поскольку 30-летний футболист находится в блестящей форме. На данный момент Кейн забил 21 гол всего в 16 матчах во всех турнирах. Поэтому, если он избежит серьезных травм, то легко заработает дополнительные 250 000 евро. Манчестер Юнайтед следит за полузащитником Жоао Невишем. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, скауты английского клуба присутствовали на матче Бенфики со Спортингом, на котором они наблюдали за действиями 19-летнего игрока. Пока манкунианцы просто изучают Невиша и ждут изменений в составе владельцев клуба, после чего могут быть предприняты более решительные действия в отношении португальца. Жоао был вызван на ноябрьские матчи своей сборной. Инструкционная палата Испании объявила, что в деле экс-защитника Барселоны Дани Алвеса имеется достаточно доказательств для привлечения бразильца к ответственности. Дани скоро предстанет перед испанским судом по обвинению в сексуальном насилии. Следственная палата Барселоны объявила, что в деле имеется достаточно доказательств для начала судебного разбирательства. Дата слушания пока не объявлена. Рафинья может вернуться в АПЛ следующим летом. Как сообщает Диарио Спорт, в Барселоне считают, что Вингер не проявляет себя должным образом и не приносит ожидаемой пользы в нападении. Если футболист не наберет подходящую форму, Блауграна будет готова летом рассматривать поступающие предложения. Интерес к бразильцу проявляют Ньюкасл и Челси. При этом сам Рафинья пока даже слышать не хочет о том, чтобы сменить команду. Генеральный директор Манчестер Юнайтед Ричард Арнольд покинул клуб. МЮ официально объявил об уходе Арнольда. По данным Sky News, перестановка обусловлена приходом Джима Рэдклиффа. Арнольд работал в МЮ с 2007-го. Пост гендиректора он занимал всего 2 года. Временным генеральным директором стал Патрик Стюарт, который также сохранит должность главного юрисконсульта. Арнольд будет оказывать Стюарту поддержку до декабря. В то же время клуб будет искать нового гендиректора на длительный срок.